Громкий скандал в Украине. Озвучены расценки откупа от мобилизации. Как на скандальное заявление о тысячах долларов реагируют официальные лица. Покажем позиции сторон. Резкий ответ Запада. Европа реагирует на атаку по Киеву, а Z-военкоры пишут о необходимости нового удара по правительственному кварталу, что заявляют в Москве и в США. Трамп принял решение, новое заявление относительно санкций против РФ. Почему оно не похоже на прежние? Детали. Захарова против Каллас, Каллас против Захаровой. Что стало причиной словесного боя? Германия готовится к войне с Россией и готовит стратегический запас консервированных равиоли. Почему стратегический нацрезерв вызвал улыбку среди немцев? Заявление президента о победе, протесты против правительства, а также разделение Украины на 3 части. Озвучен сценарий. О чем речь? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Громкий скандал в Украине. Командир разведывательного взвода одной из бригад ВСУ обвинил столичное ТЦК или военкомов в невероятных заработках на мобилизованных. Представитель ВСУ с позывным «Крым» утверждает, что его знакомый был мобилизован на улице, без всяких скандалов, отправился на военно-врачебную проверку, прошел ее и ждал распределения. Чтобы попасть в подразделение военного, который и написал о коррупции, мужчине пришлось бы заплатить $8 тысяч, а чтобы просто уйти из ТЦК домой, в несколько раз больше. На выходе мне назвали цифру $8 тысяч. Это чтобы я забрал его к себе в подразделение служить. Не домой, а именно забрать и через рекрутинговый центр нашей бригады мобилизовать. Попасть домой – $30 тысяч. Это просто, чтобы на этот день о нем забыли, безо всяких гарантий, что завтра его снова не поймают. На сообщение военного уже отреагировал Киевский территориальный центр комплектования. Там назвали военного якобы военным, а информацию – ложью. А гражданам посоветовали верить только официальным источникам информации. Послушайте. Эта информация – откровенный фейк, направленный на дискредитацию работы ТЦК и СП. Порядок мобилизации четко регламентирован законом. Прохождение военнообязанными военно-врачебной комиссии, распределение и отправка их в воинские части. Распространение подобных историй – часть информационных атак, которые имеют целью посеять недоверие среди украинцев и дискредитировать процесс мобилизации. Появилась и реакция сухопутных войск Украины. Там уже немного другие формулировки, заявляют о борьбе со взяточничеством. Кроме того, командира бригады, который и написал о расценках для откупа от ТЦК, призвали предоставить факты для того, чтобы разобраться и принять необходимые меры. Описанная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, и мы призываем автора сообщения предоставить подробную информацию, дату, место, лиц, причастных к инциденту, через официальные каналы обратной связи или горячие линии сухопутных войск. Это позволит оперативно проверить факты и принять необходимые меры. Без официального обращения и подтвержденных доказательств такие обвинения остаются субъективными и не могут быть основанием для расследования. Резкий ответ Москве. Союзники Украины продолжают осуждать российский массированный удар по Украине в ночь на воскресенье. Западная пресса акцентирует внимание на прорыве воздушной обороны, когда упоминает повреждения в кабинете министров Украины. Нью-Йорк Таймс пишет, что правительственный квартал, находящийся на холмах украинской столицы, окружен несколькими рубежами ПВО и считается наиболее защищенной зоной страны. В том районе находится кабинет Зеленского. Атака состоялась через 3 дня после того, как европейские лидеры, премьер-министр Великобритании Киир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили рамки гарантий безопасности для Украины после войны в случае достижения перемирия или мирного соглашения. Отмечу, что изначально мэр столицы Кличко заявил, что Кабмин загорелся, вероятно, из-за падения обломков БПЛА. В то же время премьер-министр страны Юлия Свириденко, которая сняла последствия, заявила об атаке на здание правительства. В городе также были зафиксированы другие разрушения. Известно о погибших, в частности, молодой мамы и ее ребенка. В российском же Минобороны уверяют, что их целью были объекты военно-промышленного комплекса Украины и не больше. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились. В то же время Z-блогеры намекнули, что необходимо вновь ударить по Кабмину, ведь одного раза оказалось недостаточно. Кадры из здания украинского Кабмина после утреннего пожара. Повреждения явно недостаточные. Требуется доработка, причем радикальная.
Лидеры ЕС призывают к удару по России, речь не идет о ракетном ударе или дроновом, вновь звучат слова о санкциях. В Литве назвали атаку новым этапом этой войны. Это знаменует опасный новый этап террористической кампании Москвы. В то время как президент Трамп и европейские лидеры работают ради мира. Вместо переговоров Кремль наращивает насилие, отвергает дипломатию, выбирает террор. Это не может остаться без ответа. Россия нуждается в более жестких санкциях, а Украина должна немедленно получить современные системы противовоздушной обороны. Любая задержка лишь подстегивает дальнейшую агрессию. Из Праги заявление было еще резче. Там назвали Путина трусом и дали понять, что Украину нельзя оставить без военной помощи. Путин делает вид, что хочет закончить войну, но на самом деле стремится лишь убить как можно больше украинцев. Минувшей ночью он запустил более 800 дронов и ракет, убив мать и ее двухмесячного ребенка. Трус, который нападает на женщин и детей. Говорить сегодня о прекращении помощи Украине значит вставать на сторону агрессора. Отмечу, что при этом накануне в российском МИДе никак не реагировали на заявления западных коллег, равно как и на атаку по Украине. Была лишь реакция Марии Захаровой на недавние заявления Каи Каллас, которая рассуждала о том, как работают нынешние информационные технологии и что россияне слабее китайцев. Нужно понимать, если говорить о Китае и России, то китайцы очень сильны в технологиях, но слабее в социальных науках. Россияне же, наоборот, в технологиях слабы, но в социальных науках очень сильны. Что они делают? Все эти акторы, которые стремятся ослабить нас, находят маленькие очаги напряжения в нашем обществе и подливают туда масло с обеих сторон. В итоге из мелочей вырастают огромные пожары, и все спрашивают, откуда это взялось? В МИД РФ при этом вспомнили про орешник. Давайте послушаем. Если Россия не так сильна в технологиях, кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома «Восточный»? Кто создал «Орешник»? И так далее, и тому подобное. Равно как, не будучи сильным в социальных науках, управлять миллиардом граждан Китай не смог бы. Критически безграмотная Каллас. О дипломатии заговорили в США. Спецпосланник Трампа Кит Келлог написал о российском ударе, далее цитата, «Эта атака не была сигналом о том, что Россия намерена дипломатически завершить войну». Конец цитаты. Он также считает, что Россия повышает ставки, а события могут выйти из-под контроля. Зеленский при этом все еще надеется на то, что Трамп сдержит свое слово о санкциях. Он по-прежнему готов встречаться с Путиным, но не в Москве. Как вы помните, он пригласил Путина в Киев, а еще считает, что на саммите на Аляске Путин получил то, чего хотел. Зеленский считает, что это сама встреча с Трампом и фотографии с ним, чтобы быть на равных. Заявил Зеленский в интервью американской прессе, где говорил также о победе Украины. Что для вас означает победа Украины? Цель Путина – оккупировать Украину и уничтожить нас. Оккупировал ли он ее? Нет. А это значит, что он не победил. Это значит, что у нас есть Украина. Но он все еще хочет победить. Пока он не оккупировал нас, мы побеждаем. Он, конечно, хочет полностью нас оккупировать. Для него это победа. И пока он не может этого сделать, победа на нашей стороне. Это очень болезненная война. Мы несем большие потери. Но для нас победа — это выживание. Мы выживаем со своей страной, со своей идентичностью и независимостью. От любви до ненависти один шаг. Трамп вновь грозит Путину полным экономическим крахом. В Вашингтоне снова заявляют, что обрушить экономику РФ можно с помощью вторичных санкций, направленных на покупателей российской нефти. Накануне из Вашингтона было отправлено сразу несколько заявлений в адрес Москвы. И так, по словам главы Минфина США Бессента, сейчас между Киевом и Москвой идет своего рода гонка. Вопрос в том, как долго украинская армия сможет противостоять Кремлю и выдержит ли это испытание российская экономика. Санкции могут финализировать эту гонку в пользу Украины, считают в Америке. Однако, говорит Бессент, США нужны надежные партнеры, чтобы поставить жирную санкционную точку.
Мы готовы усилить давление на Россию. Но нам нужны европейские партнеры, чтобы они пошли за нами. Потому что если США и ЕС сделают это вместе, мы окажемся в гонке. Сколько продержится украинская армия против того, сколько выдержит российская экономика. И если США и ЕС введут больше санкций, а также вторичные тарифы против стран, которые покупают российскую нефть, российская экономика окажется в полном коллапсе. И это вынудит президента Путина сесть за стол переговоров. После этого заявления из Белого дома прозвучало еще одно. Там также заговорили о том, что необходимо бить по тем, кто сотрудничает с Россией. Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что стоит следить за заявлениями из США. Финальным стало заявление Трампа. Оно было максимально коротким. На этот раз без всяких объяснений, разочарований и сроков. Но решение принято, уверяет американский президент. Вы готовы ко второму этапу санкций против России? Да, я готов. Друзья, как вам заявление всех сторон? Вы часто пишете, что хотите мира и скорейшего завершения войны. Как вы считаете, каким должен быть этот мир и условия завершения войны с учетом всех событий за эти годы? Оставьте свою точку зрения, как всегда, в комментариях. Спасибо каждому за ваше мнение, лайк и подписку. А я продолжаю и далее про немцев, которые готовят войска к войне и консервацию. Германия готовится к войне, которую надеется никогда не вести, но при этом готовит стратегический запас равиоли, среди прочего. Ведь танки уже в производстве, а ракеты заказаны. О национальном резерве равиоли для немцев пишет Вашингтон-Пост, напоминая, что Берлин поставил задачу к 2029 году сделать армию способной к большому конфликту. Ведь по данным немецкой разведки, именно к этому году Россия сможет атаковать одну из стран НАТО, что Россия в свою очередь неоднократно опровергала. И если Берлин об оружии уже позаботился, о призыве и военных, то пришло время уделить внимание и запасам. Министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ выступил с инициативой пересмотреть национальные резервы, включив в них больше готовых к употреблению блюд. Его план – создать национальный резерв готовой продукции, которую можно употреблять сразу после подогрева, например, консервированные равиоли и чечевицу. Авторы материала уточняют, что идея нацрезерва равиоли стала причиной для написания ироничных заголовков в немецких СМИ. Но это не означает, что угрозы нет. По данным Вашингтон-Пост, десятилетиями экстренные резервы Германии состояли в основном из необработанных продуктов – зерна и сушеной чечевицы, которые очень долго готовятся в условиях кризиса. Предложение министра может обойтись в $105 миллионов и будет опираться на крупные торговые сети, отвечающие за хранение и логистику, пишет издание, и также уточняет, что запас может быть полезным не только в условиях войны, но и при других кризисах. Украина уже проиграла войну России, и как только наступит прекращение огня, Украину могут разделить на три части – российскую, демилитаризованную зону и западную. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Орбан, который сейчас находится в конфликте с Украиной и которого часто называют голосом Кремля в Европе из-за теплых связей с Москвой. Сейчас ЕС обсуждает гарантии безопасности для Украины, а значит уже де-факто они признают наличие российской зоны, сказал Орбан. Также, по его словам, еще обсуждаются границы и точная ширина демилитаризованной территории. Сегодня европейцы элегантно говорят о гарантиях безопасности, но на самом деле гарантия безопасности означает деление Украины. Первый шаг уже сделан, потому что западные страны согласились, что существует российская зона. Спор только в том, будет ли это 2 области, 4, 5 или 6 областей за пределами Крыма. Но никто уже не спорит о том, что такая зона существует. Российская зона уже создана. Она охватывает примерно 20% территории Украины. Это уже прошлое, и споров по этому поводу почти нет. Спор идет о том, на каком расстоянии от границы российской зоны должна быть демилитаризованная зона. Напомню, еще в конце 2024 года в ГУР Украины заявляли, что Россия разработала план разделения украинской территории на 3 части до 2045 года. Одна часть по плану должна называться «Новые регионы России», вторая – «Пророссийское государственное образование», а третья – «Спорные территории». Это запад Украины.
В Израиле не утихают массовые антиправительственные протесты. Times of Israel сообщает о десятках тысяч протестующих у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Протест организовали родственники заложников, которых удерживает Хамас. Люди обвиняют премьера в том, что он сознательно ставит жизнь их близких под угрозу ради удержания власти. Протестующие уверены, что захват Газы, к которому готовятся власти Израиля, приведет к убийству заложников и призывают Нетаньяху согласиться на сделку с Хамас. Звучали и обращения к союзнику Нетаньяху, Трампу. В центре Тель-Авива израильтяне развернули баннер, сообщает Times of Israel, на котором было написано: «Президент Трамп, спасите заложников немедленно». В правительстве Нетаньяху стоят на своем, наступление на Газу не остановить. Но все может быстро закончиться. Названо условие. Война в Газе может закончиться уже завтра утром при выполнении всего двух простых условий. Возвращение наших заложников. У нас по-прежнему остаются 48 человек, похищенных из их домов 7 октября в секторе Газа, и если Хамас сложит оружие. Я особенно подчеркиваю второе условие, поскольку оно также гарантирует будущее Газа и палестинцев. Иное будущее, свободное от репрессивного и террористического режима Хамаса. Мы будем более чем рады достичь этой цели политическими и дипломатическими средствами, а не военными. В свою очередь, Нетаньяху на заседании своего Кабмина заявил, что Израиль очень благосклонно относится к гражданскому населению Газы и дает возможность людям покинуть зону боевых действий, чтобы Цахал продолжил удары по объектам Хамас. Если мне придется выбирать между победой над нашими врагами и негативной пропагандой против нас, я выбираю победу над врагами, а не наоборот. Мне не нужны статьи в мировых СМИ, если мы проиграем врагам, но получим при этом хвалебные статьи. Я выбираю победу. В Бельгии тоже прошли масштабные протесты, на улицы вышли сторонники Палестины, марш проходил в Брюсселе, тысячи людей размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги под традиционную арабскую музыку. Многие протестующие были одеты в красные футболки, что символизировало красную линию против действий Израиля в Газе. Организаторы шествия говорят, это сигнал европейским политикам о необходимости прекращения любой поддержки политики Нетаньяху. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.